Первое поколение знаменитой модели Honda VF750 Magnum V45 появилось в далеком 1982 году, и ориентировался этот мотоцикл на американский рынок, а потому имел внешнее сходство с мотоциклами Harley-Davidson. Однако под визуальным эталоном классического американского уличного круизера скрывалась совершенно другая порода. Центральным элементом Magna является привлекающий внимание спортивный V-образный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения. Причем его цилиндры расположены под углом в 90 градусов, а не в 45-градусной конфигурации Harley-Davidson. Также мотоцикл мог похвастать двумя передними 275 мм тормозными дисками с модными канавками. В итоге Magnum V45 получилась очень удобной, мощной и стильной, и это породило совершенно новую концепцию мотоцикла под названием Power Cruiser. Однако большую популярность получило второе поколение мотоцикла, вышедшее в 1987 году под названием Super Magna V45. Японцы решили уйти от классического стиля круизера тех времен к спортивным чертам Power Cruiser. Это более низкая задняя часть, широкая задняя резина на цельном алюминиевом диске и седло ступенькой. Выхлопная система стала более выразительной и теперь представляла собой конструкцию 4 в 4, что стало действительно уникальным решением для круизеров, однако не очень практичным, поскольку трубы, задранные вверх, не позволяли прикреплять сумки. «748-кубовая V-образная четверка с 4 клапанами на цилиндр выдавала до 78 лошадиных сил максимальной мощности на 9000 оборотов в минуту для Японии и до 88 лошадиных сил для Северной Америки и Великобритании. Крутящий момент составлял от 60 до 65 ньютон-метров. За питание отвечали 4 32 мм карбюратора Кейхи. При снаряженной массе под 250 кг от 0 до сотни Power Cruiser разгонялся за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляла 200 км в час. Заявленный средний расход топлива 7 литров на 100 км пути. Бак похудел на 1 литр по сравнению с первым поколением и вмещал 13 литров. Также японцы решили вместо двух передних тормозных дисков установить один, правда большего размера, 315 мм. Сзади по-прежнему барабан и кардан. Третье и последнее поколение Magna V45 вышло в 1993 году и сразу же разочаровало фанатов, полюбивших второе поколение. Дизайн мотоцикла был спокойным, традиционно круизеровским. Обновился и двигатель, который внешне получил больше хрома и дополнительных ребер охлаждения. Также была изменена система ГРМ, установлен новый коленвал. Коробка передач лишилась 6-й ступени. Появились новые карбюраторы. Изменения привели к появлению более широкого диапазона мощности. Помимо этого мотоцикл потерял кардан, вместо которого появилась обычная цепь. Вместо гидравлического сцепления теперь тросиковое. Ну и конечно же изменениям подверглась и выхлопная система, которая была гордостью каждого магновода. Она осталась 4 в 4, но трубы теперь расположены горизонтально.
2004 году Honda VF750 Magna V45 перестают выпускать, хотя поначалу фанаты еще надеялись на четвертое поколение. Но, увы, этому не было суждено сбыться. Мотоцикл сошел с конвейера и дальнейшего развития не получил. Тем не менее, за все время производства Magna 750 завоевала огромную армию поклонников по всему миру, которые до сих пор отдают предпочтение именно Magna V45. Эти мотоциклы и сейчас колесят по всему миру, а надежные двигатели даже после сотни тысяч километров пробега работают как часы. Единственным их минусом считается недоработанная система смазки задних головок цилиндров, которая усугубляется бюджетным маслом, низким его уровнем и нечастой заменой.